За последние несколько месяцев мы сняли для вас очень много различных видео, в которых разбирали важные новости и события на крипторынке, но в комментариях чаще всего вы нас спрашиваете про монеты, которые дадут иксы, потому что очень много наших зрителей задают вопрос, какие монеты стоит купить, просят посоветовать топ перспективных токенов, или это могут быть просьбы с обзором на проекты, которые только-только появляются на рынке. И знаете что? Хочу вас обрадовать, потому что сегодня я для вас собрал только те монеты, которые, во-первых, на слуху, во-вторых, торгуются на рынке меньше 1 года, ну и в-третьих, они уже вошли в топ-100, а некоторые из них готовят себе место в топ-20. Самое важное, что капитализация у большей части этих монет не превышает даже 1 миллиарда долларов, что имеет особое значение для будущего роста. Ведь сами понимаете, альткоину с капитализацией 500 тысяч будет гораздо проще вырасти в 2 раза, чем, например, Solana. Поэтому сегодня я вам расскажу, что это за монеты, почему они растут, а также стоит ли их покупать прямо сейчас. Таких монет с потенциалом на несколько иксов на рынке очень много, поэтому если вы желаете увидеть вторую часть, поддержите нас лайком. Это видео точно заслуживает не меньше 1000 лайков, а когда вы их поставите, вас будет ждать новый топ. Поэтому всем приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, как вы уже поняли, сегодня мы разберем несколько новых альтов, которые в последнее время привлекают особое внимание, потому что они растут по 10, 20 и даже по 50% буквально за один день. Но при этом, если мы посмотрим на индикатор альт-сезона, то увидим, как его линия начинает двигаться в сторону биткоина, что ставит под угрозу начало потенциального альт-сезона. Но в нашем телеграм-канале мы уже выложили пост на эту тему и подробно разобрали перспективы начала альт-сезона. Поэтому, чтобы узнать, когда рынок альтов получит новый приток капитала и какие именно монеты зафиксируют самый большой рост, переходите в наш телеграм-канал и подписывайтесь. Ну а мы давайте сразу начнем с первой монеты, которая называется Каспа, потому что она очень часто попадает в раздел самых популярных монет на CoinMarketCap. А за последнюю неделю ее цена выросла почти на 50% и сейчас торгуется на локальных максимальных уровнях. Но опытные инвесторы скажут, а почему Каспа является новой монетой, если она была создана еще в далеком 2022 году? Конечно, на самом деле проект не новый. Вот только Каспа начала набирать обороты под конец 2023 года, особенно после листинга на самых крупных биржах, включая Binance. Поэтому давайте по порядку разберем, что такое Каспа и почему она входит в топ-30 самых капитализированных монет на рынке. Каспа — это блокчейн первого уровня, который работает на системе Proof of Work, то есть все транзакции в сети работают по такому же принципу, как и у биткоина. Но если сравнивать Каспу с биткоином, мы сразу заметим большое количество отличий. Во-первых, транзакции обрабатываются гораздо быстрее, ведь если биткоин генерирует один блок раз в 9 минут, то Каспа может закрывать также один блок, только уже в 1 секунду. А все благодаря специальному механизму GhostDeck, которого нет у биткоина. Благодаря этой функции блоки создаются параллельно, за счет чего Каспа себя позиционирует как самый быстрый блокчейн на системе POV. Как я сказал ранее, проект далеко не новый, ведь он был создан в 2021 году и основал Каспу доктор технических наук из Гарварда, а первые его наработки были вообще сделаны еще в 2013 году, что даже разработчики эфира интересовались принципом работы GhostDeck. Ну а сама монета Каспа появилась на свет в ноябре 2021 года. Вот только мы, скорее всего, даже и не узнали бы о существовании Каспы, если бы не один фонд под названием Polychain Capital, который управляет активами на сумму 6,5 миллиардов долларов. И именно этот фонд обеспечил начальное финансирование около 8 миллиардов долларов, потому что основатель Каспы входил в группу ученых, которая была под управлением Polychain Capital. Сначала Каспу можно было просто майнить, но из-за того, что монета не торговалась на биржах до сентября 2022 года, ее негде было продавать. Но Polychain Capital поспособствовали тому, чтобы в октябре 2023 года Каспы залистили на самой популярной бирже. И как раз таки после этого о Каспе узнали многие инвесторы и начали ее покупать. Но стоит ли покупать эту монету прямо сейчас? На самом деле выделить небольшую сумму, чтобы добавить Каспу себе в портфель можно, ведь проект новый, имеет поддержку от фондов, а основатель даже консультировал разработчиков Ethereum. Но за счет того, что на данный момент монету холдят меньше полумиллиона адресов, есть большие риски увидеть вот такие проливы. А также за счет того, что майнить Каспу можно только на очень дорогом оборудовании, главными майнерами являются большие компании, поэтому если покупать, то только на просадке. Лично я наблюдаю за вот этим диапазоном, где можно будет начать постепенное накопление. Следующей на очереди у нас будет монета Manta от проекта Manta Network. И вот как раз таки эта монета действительно является новичком на рынке, потому что она начала торговаться на бирже
биржах только 18 января, но при этом меньше чем за один месяц она вошла в топ-100, и что самое интересное, это ежедневный объем торгов, который превышает 150 миллионов в сутки. Хотя, например, у монеты Atom дневной объем составляет около 180 миллионов. Но почему монетой Manta так активно торгуют? И сможет ли она вырасти еще больше в ближайшее время? Давайте разбирать. На официальном сайте написано, что Manta Network – это многомодульная экосистема для приложений с нулевым разглашением. Что это значит? Говоря простым языком, Manta – это модульная система, которая упрощает запуск отдельных проектов на эфире, на сети Polygon, Polkadot, а также блокчейне TIA. То есть, если раньше разработчикам необходимо было использовать исходный код, например, эфира, чтобы запустить свою сеть, то теперь это можно сделать еще проще, через Manta Network. И как раз таки прямая связь с эфиром обеспечила цене монеты уверенный восходящий тренд после листинга на биржах в прошлом месяце, потому что напомню, что сейчас эфир готовится к обновлению Dencun, которое снизит комиссии для всех сетей L2, в том числе и для тех, которые запускают через Manta. И вы только посмотрите, как предстоящее обновление влияет на цену эфира, из-за чего участники нашей подписки Coin22 Pro заработали более 80% прибыли, а также на фоне роста многих альтов участники Pro ежедневно закрывают прибыльные сделки, которые предоставляют наши профессиональные аналитики. Например, вчера монета NIR пробила новый месячный максимум, и за счет того, что все участники Pro открыли лонги перед ростом, они заработали от 75% чистого профита. Чтобы успешно торговать, нужно всего две вещи, а именно лучшие точки входа, а также знания, как правильно открывать сделки. Так вот, благодаря подписке Pro вы получите и первое, и второе, ведь помимо сделок мы также предоставляем вам пошаговое обучение, чтобы уже с первых дней вы могли уверенно открывать любые позиции. Но если у вас возникнут какие-то трудности, вам всегда поможет наша круглосуточная поддержка. Как я и говорил в прошлом ролике, биткоин пробил 50 тысяч, и если вы ждали подходящее время, чтобы начать торговать, оно уже наступило. Поэтому если вы желаете получить максимальный профит на фоне текущего роста, не тратьте свое время, а прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю подробную информацию. Что касается монеты Manta, нам стоит разобрать, благодаря чему ее цена выросла на 6000% после листинга на Binance. В успехе этой монеты мы также можем поблагодарить фонд Polychain Capital, который принял участие в первом раунде финансирования еще в 2021 году. Тогда собрали только $1 миллион. При этом в монету также инвестировал еще один большой криптофонд Multicoin Capital. И как вы видите, за 2021 год, еще до того, как монета стала доступна на биржах, общая сумма финансирования от фондов составила около $35 миллионов. А вот уже после листинга 19 января провели еще один раунд, на котором собрали дополнительные $25 миллионов, где Polychain Capital стал главным инвестором. Ну а дополнительное внимание со стороны инвесторов Manta получила благодаря Binance Launchpad. Сейчас монета на слуху, что можно понять по объему торгов. Ведь несмотря на 94 место в рейтинге, торговые объемы превышают 150 миллионов, в то время как у монеты TON на 15 месте. Этот показатель максимум составляет 50 миллионов. Оценить будущее движение на графике почти нереально, ведь монете меньше месяца. Но если учитывать некоторые фундаментальные показатели в виде механизма работы блокчейна, то в этом может скрываться потенциал на будущее. Тем не менее, есть очень большие риски, что как только торговые объемы на Binance упадут, вместе с ними упадет и цена. Только это не будет коррекция на 5 или 10%. Просадки у таких монет могут доходить и до 40%, как это было в конце января. Поэтому в целом покупать эту монету очень рискованно. Следующая на очереди у нас монета, которая, кстати, работает совместно с Manta Network, и это TIA. Однажды в наших прошлых роликах я уже рассказывал вам про эту монету, но в детали сильно не углублялся. Поэтому первое, что мы сделаем, это узнаем, что такое TIA. Если максимально упростить, то блокчейн TIA выполняет те же функции, что и Manta. И прежде всего TIA предоставляет разработчикам условия для создания и поддержки отдельных блокчейнов. При этом эти блокчейны можно запускать не только на эфире, но и на самой сети TIA. А если сравнивать TIA с такими старичками, как биткоин или эфир, то главным отличием будет новый модульный блокчейн, который не сразу обрабатывает все транзакции, а разделяет их на отдельные части, где транзакции сначала проверяются, потом оптимизируются и только после этого подтверждаются. При этом скорость транзакций выше, а комиссии ниже. Блокчейн TIA запустили через специальный сервис на сети Cosmos в конце октября 2023 года. После этого уже в начале ноября монету TIA приступили листить на криптобирже, включая Bybit, а также Binance. На данный момент TIA активно сотрудничает с Polygon, и они совместно работают над улучшением
улучшение механизма запуска отдельных блокчейнов. Таким образом, TIA уже с первых месяцев создания получила поддержку от двух известных проектов, таких как Cosmos и Polygon. Но как и у любого другого криптопроекта, все дороги ведут к фондам, которые обеспечивают финансирование. И что бы вы думали, главным фондом, который отправил в TIA $50 миллионов, также является уже знакомый вами фонд Polychain Capital. И это связано с тем, что данный фонд активно поддерживает экосистему блокчейна Cosmos. Ведь, как вы видите, монета Atom также находится в портфеле у этого фонда. Но если сравнивать TIA с монетами, о которых мы говорили ранее, она заслуживает отдельное внимание, потому что проект работает с многими блокчейнами, такими как Polygon, Эфир, Cosmos, а из последних партнерств была интеграция с компанией Starknet. Вот поэтому, начиная с октября, цена TIA взлетела на 1000%. На графике мы видим неуклонный восходящий тренд, и скорее всего цена приторгуется вот в этом диапазоне. Поэтому если планируете покупать, то лучше перестраховаться и дождаться просадки цены. А как показывает практика, она обязательно будет. Далее у нас идет монета, про которую вы также часто писали в комментариях, ведь она медленно, но уверенно ворвалась в топ-50 и называется SEI. Начиная с октября 2023 года, ее цена выросла более чем на 500% и сейчас готовится пробить новые максимальные уровни. Но удастся ли ей это сделать? Чтобы это узнать, давайте сначала разберем, что такое SEI. Это блокчейн уровня 1 на базе Cosmos, главная задача которого изменить торговлю цифровыми активами, особенно в экосистеме DEX бирж. То есть по факту блокчейн SEI предоставляет услуги для улучшения DEX бирж. А в наше время, когда многие беспокоятся за свои персональные данные и не желают проходить QIC, а хотят покупать крипту максимально анонимно, для этого идеально подходят именно DEX биржи. И как показано на графике, объемы и популярность DEX бирж очень сильно выросла в последнее время, что положительно повлияло на SEI. Таким образом, сеть SEI отметила около 22 тысяч новых пользователей и почти 175 тысяч активных пользователей, а общее количество пользователей SEI уже достигло 950 300 пользователей. И сейчас инвесторы ожидают тестовый запуск сети V2. В официальном сообщении в блоге проекта было объявлено, что тестовая сеть V2 будет выпущена в начале этого года, а запуск в основной сети последует в первой половине года. При этом соучредитель SEI в своем недавнем твите намекнул о появлении в сети, как он написал, больших событий. Вероятно, имея в виду тестовую сеть V2, ведь это событие с нетерпением ждут в сообществе блокчейна на базе Cosmos. SEI также находится в руках большого фонда, только уже Multicoin Capital. При этом обратите внимание, что в SEI инвестировала даже Circle. Это компания-эмитент стейблкоина USDC. После листинга на биржах монета очень сильно упала, почти на 80%, но на фоне общего восстановления рынка и роста торговых объемов, цена монеты смогла восстановиться на 600% и уже больше месяца консолидируется выше уровня 60 центов. И очевидно, что первый важный уровень для SEI находится около $1. И если в сети продолжит расти количество пользователей и разработчики проведут запуск новых обновлений, цена SEI может попробовать пробить $1, ведь восходящий тренд сохранился даже после коррекции. Так что понаблюдайте за этим токеном. Но здесь я бы сразу хотел перейти к последней монете, которая напрямую связана с проектом SEI. И в нее также инвестирует фонд Multicoin Capital, и это монета PIVE, которая после листинга на Binance выросла на 50%. PIVE Network — это еще один новичок на крипторынке, который позиционирует себя как финансовый блокчейн, предназначен для предоставления актуальных котировок и различных рыночных данных в режиме реального времени. В начале месяца PIVE залистили на Binance, и это положительно повлияло на его цену. Поскольку PIVE предоставляет рыночные данные, его главными партнерами являются биржи, как, например, Bybit. И глядя на график, цена стремительно движется вверх, и сейчас торгуется на максимальном уровне. Вот только дальнейшее движение будет напрямую зависеть от общего настроения на рынке, ведь падение объемов торгов может негативно повлиять на цену монеты. В целом, если взять монеты из сегодняшнего видео, вы должны понимать, что это не биткоин или эфир, которые более предсказуемы, а они, во-первых, очень волатильны, а во-вторых, сильно зависят от давления фондов, а значит, на цену сильнее влияют продажи от крупных кошельков. Но также это работает и в обратную сторону, ведь такие монеты могут легко вырасти в 2 или даже в 3 раза, буквально за один день. Поэтому в данном случае нужно совмещать потенциальную прибыль с рисками. Чем рискованнее монета, тем меньше процент от ваших общих инвестиций вы можете в нее отправить. И лично я использую максимум 1% от своего портфеля, если покупаю такие токены. Да, если монета улетит на 1000%, вы, конечно, заработаете меньше, но при этом не забывайте, что есть риски на падение, а такие монеты очень часто падают на все 50%. Так что запомните это золотое правило. Риски всегда должны соответствовать вашей прибыли, и в приоритете у вас должны быть базовые монеты, как,
например, те, которые находятся у меня в портфеле. Но на сегодня вот такой интересный ролик у нас получился. Понятно, что многие монеты остались без нашего внимания, но все в ваших руках, потому что чем быстрее мы наберем 1000 лайков, тем раньше мы выпустим вторую часть. И возможно даже сделаем такой формат видео постоянной рубрикой на нашем канале. Также не забывайте подписываться на Telegram, жать на колокольчик и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч!